Saludos a todos! Всем привет из Мексики, из Канкуна. Сегодня уже 15 апреля 2023 года. Это видео хотел сделать небольшим, совсем выложить отдельное видео о своей поездке в Чили за продлением визы. У меня заканчивалась виза в Перу, 90 дней, 3 месяца пролетели очень быстро. И я думал, что можно сделать точно так же, как я поступал до этого в Коста-Рике. Просто выехать и заехать снова. И мне поставят еще на 90 дней. Никто толком не говорил никакой информации. Можно так сделать, нельзя, и я решил попробовать. Потратить свое время и, собственно, деньги на путешествие в Чили на один день. У Лисет есть родная сестра, а у сестры есть муж, чилиец. Собственно, к нему в гости я и поехал, к его семье, на границу с Чили. Город называется, на границе с Чили, Перу, город называется Арика. Это когда-то была частью, эта территория была частью Перу, но по-моему, в начале 20 века, в конце 1880 год, конец 19, начало 20-го, чилийцы забрали эту территорию себе. Была тоже война, и место оказалось достаточно стратегическим, такой залив в пустыне. Там, кстати, есть горы, песчаные горы, и на них такие же рисунки, очень похожие, как в пустыне Наска в Перу. Перуанцы из-за этого, конечно же, не очень хорошо долгое время общались с чилийцами, но сейчас Лизет говорит, что у них общение наладилось. Порт, который находится в этом городе, он обслуживает сейчас 80% всех грузов, которые идут в Боливию. Боливия не имеет выхода к морю, и все вот эти 80% грузов идут, это, собственно, боливийский груз. Уже при монтаже этого видео решил побольше углубиться в тему войны Боливии и Перу против Чили. Боливия и Перу объединились в этой войне против Чили. Война называется Вторая Тихоокеанская война. Эта война происходила из-за селитры и гуано. Гуано — это экскременты птиц. Так как территория здесь практически от Эквадора до Сантьяго-де-Чили, это столица Чили, огромная территория, она прибрежная, находится, это по сути пустыня. Гуано, соответственно, является неплохим удобрением для того, чтобы здесь хотя бы что-то могло расти. И в итоге при поддержке англичан чилийцы лишили Боливию выхода к морю, а перуанцы, соответственно, лишились части своих северных территорий. Честно говоря, я даже не знал, что чилийцы доходили до столицы Перу Лимы и захватили ее в итоге, установив там свое временное правительство. В общем, кому интересно посмотреть, углубиться в историю этого конфликта, я нашел на ютубе интересное видео, можете пройти, посмотреть, как раз это видео рассказывает о сути этого конфликта. Оставлю ссылку где-то вот здесь в подсказках и, наверное, добавлю еще в описании под это видео. Переходите и смотрите, кому интересно. Сейчас я вам предлагаю посмотреть это короткое видео из моей поездки. Меня хорошо встретили, приняли. И в этом же видео будет итог того, что продлить снова на 90 дней у меня, как это сказать, визу, штамп этот, получить его не получилось. Когда я уже проходил обратно, парень на миграционе, который меня узнал из программы, в которой я не поучаствовал, а в которой я был приглашен, Лисет, это типа нашего комеди-клаба. И там просто ребята заметили меня, пошутили немножко. У меня это видео было тоже на канале. Собственно, меня там узнавали. Узнавали даже в городе. Узнавали, то есть не только перуанцы, но и узнавали и чилийцы. Эту программу смотрят по всей Латинской Америке, но больше всего, конечно, в Перу. Поэтому перуанцы, особенно в Лиме, меня узнавали очень часто на улице. И даже те, кто не узнавал, не говорил это прямо, не предлагал сфотографироваться, они просто, я видел по ним, они переговаривались, улыбались, и я понимал, что меня снова узнали. В итоге парень на миграционе мне ничего не поставил, точнее 10 дней. Он хотел поставить 5 дней, точнее не хотели вообще пускать. Но поставили в итоге 10 дней. Я попросил максимально возможный срок, поставили 10 дней. В общем, смотрим эту часть видео. И
Потом я немножко расскажу, как прилетел сюда, в Канкун. Всем привет! Вот и пришло время очередного путешествия небольшого. У меня закончились мои 3 месяца разрешенного пребывания здесь, в Перу. Прилетел я 4 января. Сегодня уже 2 апреля получается. Нужно вылетать, чтобы обновить мою не визу, а время пребывания как туриста здесь. Здесь в Перу можно находиться 180 дней в году без визы, просто как турист для нас, для россиян, но не более 90 дней непрерывно. Соответственно, 3 месяца, 90 дней проходит, и нужно выехать, если у вас нет визы, и заехать обратно еще на 90 дней. Есть еще один вариант, второй вариант – это остаться здесь и потом заплатить штраф. Насколько я знаю, 4,5 соля 1 день просрочки стоит. 4,5 соля на сегодняшний день, вот сколько, $1 20 центов. Но я решил пойти, скажем так, легальным путем и отправляюсь сегодня на границу с Чили, чтобы, соответственно, выйти и зайти снова еще на 90 дней. И, соответственно, если все нормально, то мне поставят еще 3 месяца, и я смогу находиться здесь до начала июля. Вот такие планы на сегодня. Сейчас время 6:30 утра. Нахожусь в аэропорту Лимы, международном. Вылет, соответственно, национальный, без всяких проверок, 5 минут, и ты уже сидишь, вот, ожидаешь возле входа. Самолет через час у меня. И если будет что-то интересное по пути, обязательно поснимаю, расскажу и покажу. Ну, естественно, покажу, как буду проходить границу с Чили. Город Такна, куда я лечу, находится рядом с границей Чили, чилийской. Разница во времени будет час. Было 2 часа, сейчас время перевели. Вот вчера, да, в субботу стало час. И там меня будет встречать прямо в аэропорту как-то куньядо, это по-испански, по-русски это, наверное, кум. Получается, муж сестры Лисет. У Лисет есть родная сестра, соответственно. И ее муж, наверное, кум, да, куньядо по-испански. Вот. И я у него там переночую дома, и завтра, соответственно, у меня уже рейс обратно сюда, в Лиму. Я нигде задерживаться не буду, вообще пока нет желания такого. Да и деньги не хочется тратить, и поэтому я возвращаюсь сразу в Лиму. В общем, вот такие планы. Соответственно, жду своего рейса и вылетаем. Долетели нормально, отлично просто. Конечно, зрелище такое уникальное, пустыня повсюду. Тянется она, мне кажется, от самой границы с Эквадором и практически, наверное, до Сантьяго, до Чили. Пустынная земля, очень интересно. А за горами уже джунгли начинаются. Все, меня встретили, все нормально. Сейчас ищем вот машину до границы. Здесь рядом. Вот такая Такна. Египет напоминает с этими пальмами. Заполняем документ. Такси стоило 25 перуанских солей на двоих. Такой Ford Taurus, старенький. Спереди 3 места. Ехать примерно полчаса где-то до границы. Все, на территории Чили. Карточку дают, ее нужно сохранить, типа как в Мексике. И вот 90 дней мне поставили без вопросов. Но завтра я еду обратно в Перу. Чили посмотреть в этот раз не удастся. Limonada.
iglesia San Marcos. El ingeniero es Eiffel. Раньше эта территория принадлежала Перу, но потом вот чилийцы ее отбили, потому что очень хорошая здесь территория, стратегически важных мест. Поэтому, кстати, перуанцы с чилийцами не очень. Ну, Лисет говорит, что сейчас уже нормально. Раньше не очень прям они общались. Такой порт. Контейнеры тоже огромные. Да, вот эта церковь, к ее как-то постройке, наверное, приложил руку Эйфель, сам Эйфель. 80% вот грузов, которые сюда прибывают, они для Боливии предназначаются. Боливия не имеет выхода к морю, и вот этот порт, можно сказать, обслуживает Боливию. Вот немного рассказывается как раз про это событие, битву за Арику, 1880 год, 25 февраля. Вот такой музей здесь, посвященный этой битве. Смотрите, 7 января 1880 года. Какой-то флагшток с тех времен. Наверное, оригинальный остался. Девушка, которая, наверное, воевала. Кстати, вход сюда бесплатный оказался. Сидит на входе парень-охранник, но сказал, что бесплатно. Пушка. Железное все. Огромный дуло. Вид на порт тоже. Пляж. Местные даже купаются. Хотя здесь море достаточно такое холодное. Из-за течения. Гумбольта, по-моему, течение называется. От Антарктиды. И такой новый дом. По типу, как в Турции, мне почему-то напомнил, такой же узкий, высокий дом с бассейном. Как-то он так одиноко стоит один. До Сантьяго отсюда 2000 километров по дороге. Мечта любого туриста. Океана и никого на пляже. В воскресенье. Сейчас попробуем воду, кстати. Отличная вода. Я не знаю, градусов, наверное, 25. Теплая, не холодная. Я бы искупался в такой воде. Вот такой рассвет нас встречает, как в дюнах, в пустыне где-то. Но это Чили. Сейчас время 6:30 утра. Выдвигаемся обратно к границе. В 10 утра у меня самолет в Лиму. Здесь время отличается на час. Сейчас в Перу 5:30 утра. Итак, я прошел границу. Вот она. Сзади меня терминал Санта-Росы в Перу. И самое прикольное, что меня, когда я подходил к окошку, парень сразу узнал из миграсьона. Спросил, я из программы, из Авлада Уэвадас. Я говорю, да, это именно я. Но, несмотря на это, мне поставили всего лишь 10 дней. Долго очень смотрели паспорт. Здесь, оказывается, можно находиться 90 дней в течение полугода. Здесь нет такого, что 90 дней ты потом меняешь еще на 90 дней. Через полгода, в июле, он говорит, заезжай, милости просим. Он сказал, я тебе вообще не могу ни одного дня даже поставить, но в итоге договорились, там как-то разговаривал, наверное, с персоналом постарше, 10 дней поставили, чтобы я, грубо говоря, успел выехать. Или же можно остаться и платить просто по $1, 4,5 соля, мульта называется. Ну, я, в принципе, про это и рассказывал. В общем, не знаю, что делать, приеду сейчас в Лиму и подумаю. Но поставили сегодня 10 дней, и на том, как говорится, спасибо. Так что вот такая миграционная политика в Перу. Вот такое у меня получилось приключение в Чили, город Арика. Затем я вернулся в Перу и начал думать, как быть дальше. Ну, собственно, решил, что нужно ехать в Мексику возвращаться, потому что у меня здесь резиденция. Можно было
остаться еще, заплатить мульту, потом это штраф при выезде. Но я подумал, что вдруг мне нужно будет вернуться в Перу в июле, допустим, через 3 месяца. И я, допустим, не смогу этого сделать, потому что мне, возможно, поставят бан на въезд в Перу. Могут на год, могут на 2. Это рандом. По усмотрению миграционной службы, так как я нарушу миграционное законодательство. Я заплачу штраф и еще могут влепить бан на неопределенное время. Я не захотел этой опцией воспользоваться, хотя предлагали ребят на границе такой вариант тоже. И решил, что лучше выехать и потом иметь возможность приехать обратно, если вдруг это будет нужно. В Канкун я прилетел, получается, в среду, 12 числа, прямой рейс из Лимы, 5,5 часов, компания Valaris. Все классно, единственный билет на $100 дороже, чем я летел сюда, потому что тогда была прям новогодняя какая-то распродажа, и я очень удачно купил билеты, они стоили там $186, по-моему. А сейчас, когда я летел сюда обратно, 270 мне обошлись. В аэропорту простояли 1,5 часа, в Канкуне, второй терминал, очень долго проходили миграцию. Во-первых, утром один человек работал. И первый, кто проходил, почему-то всех отправляли в так называемую стекляшку, куда отправляют обычно сейчас наших русских, потому что все едут через Канкун, через Мехико-Сити, в США в основном. Это поэтому такое известное слово «стекляшка» среди наших соотечественников в чатах Телеграма, оно такое достаточно часто употребляемое. Но на этот раз русских не было, естественно, из Перу. Летели в основном перуанцы, были никарагуанцы, и их в основном задерживали. Но некоторые люди просили политическое убежище прям в зоне прилета от миграционной службы. Там тоже это все время затягивалось, с кем-то разговаривая в этой стекляшке. Все это долго-долго было происходило, и в итоге простояли мы там около 2 часов. И в конце уже вышел какой-то дядя, видимо, там у них он за главного, я не знаю, и начал прям строго так говорить всем, чтобы подготавливали обратные билеты в свою страну, чтобы были брони отелей или туда, куда вот вы едете, жилья вашего. И он прям так строго прошелся по ряду, всем рассказал. И получается, я следующий иду к этому, и он садится вот за стойку, за эту миграционную службу, я, получается, к нему сразу же попадаю. Подхожу, даю паспорт, там миграционную карточку, и говорю: у меня еще резиденция. И все, ко мне никаких слов. Единственное, что он сказал: добро пожаловать. И такое прям классное чувство было, что, ну, не знаю, как сравнить. Такие, все стоят, со всеми строго он разговаривал. И мне такой: добро пожаловать. Ставит штамп и пишет, я так понял, там не цифры ставил дней количество, а поставил, по-моему, обозначение РТ, вот это резиденция темпораль. И все, вообще никаких проблем с резиденцией я прошел отлично. И потом поехал в Канкун, сюда я там же остановился, где и жил все эти 7 месяцев, когда получал резиденцию у своей хозяйки. Здесь недалеко от района Кумбрис. Там же я остановился. 3 месяца, что я не был в Канкуне, здесь немножко так подизменилась обстановка. Я сейчас, когда приехал, обратил внимание прям сильно, что много строек идет сразу же. Особенно вот в этом районе, где я сейчас живу. Здесь начали эту дорогу ремонтировать полностью от центра до аэропорта Канкуна. Вот такая у нас сейчас стройка в Канкуне. Сегодня 15 апреля. Вы можете заметить, это дорога на аэропорт. Вот, в сторону аэропорта. Все ремонтируется. Строится салон прям начался. Начали строить возле нашего тойотовского салона. Еще один какой-то салон будет автомобильный, видимо. Много зданий строится. Мост вот этот огромный, который строят из как-то параллельно в зону Телера. Была одна дорога всего лишь из центра. И там очень часто, в последнее время постоянно были пробки. И начали строить вот этот мост. Говорят, что его построят вот в 2024 году, в середине года. Немного там сложностей возникло тоже с мостом, потому что здесь почва такая, мел как бы, и образуются в грунте, как они называются, пещеры, в общем. Она не очень, мел этот не очень крепкий, и
обнаружили какую-то там пещеру, где должна была стоять свая. И, в общем, сейчас немного меняют там планы, и стройка удлиняется, в общем, так написано в новостях было. А так все здорово. Канкун, конечно, очень сильно развивается, и это вот прям было заметно. Спустя вот 3 месяца я приехал, говорю, что здесь очень много стройки. Можно одним словом описать прям Канкун. Это такая большая стройка сейчас. Какое еще было приятное удивление по приезду в Канкун. В первый день приезда я отправился сразу, естественно, купить себе продукты в Walmart. У меня рядом Walmart, 10 минут пешочком. Весь город сейчас усеян вот этими распустившимися цветами. Не знаю, честно говоря, что за дерево. Сейчас попробую забраться, подпрыгнуть, поближе поснимать, вам показать. У них такие вот цветочки очень красивые. Смотрите, с рукой. Красотень неописуемая. И правильные облака. Не то, что в Лиме. Здесь такие тучки, прям настоящие кучевые облака. Я по ним уже очень соскучился. В общем, идем дальше в Walmart. Еще какое-то дерево с мохнатыми цветами. Смотрите. Очень интересно. На пух похоже. Такой, как будто шерсть альпаки. Очень мягкая. Здорово. В основном все товары или не подорожали, или что-то даже подешевело. Например, курица больше всего заметно подешевела. Единственное, что подорожало, вот что я заметил, подорожали яйца. Только что приехал в Канкун и сразу за творогом. Вот цена, ребята, 350 грамм, 54 песо. Это $3. Нигде в Латине вы не найдете настолько дешевого творога. Вот хороший творог, вот этот я уберу. Здесь, в Канкуне, получается, цены дешевле, чем в Лиме. Это вот 100%. Я прилетел оттуда только что, я там покупал продукты все время. И здесь купил, сравнил. И здесь дешевле казалось. Уже записался в спортзал. Меня там встретили, все узнали, все классно. И цена тоже, кстати, не изменилась. 650 песо, по-моему, да. Я же не успел доделать зубы в Лиме. И сюда я приехал в Канкун. Первым делом мне нужно было доделать зубы. Я вообще собирался ехать в Пуэрто-Вальярте на Тихий океан, посмотреть город Пуэрто-Вальярте. Мне срочно нужно было уже уезжать после вот этой ситуации с миграсионом, 10 дней. Я сходил на последний прием к врачу. Клиника Мафри, по-моему, называется. Это такая большая клиника частная, в которой любые анализы, все проводится, и в Перу ее в Лиме все знают. Зубы сделали там хорошо. Уже здесь мне доктор посмотрел, он спросил, где делали зубы. Я рассказал, и он сказал, что сделали хорошо. Я здесь в Канкуне написал в Фейсбуке сообщение, чтобы посоветовали здесь русскоговорящего доктора, стоматолога в Канкуне. И все посоветовали одного человека. Когда закончу здесь делать зубы, я расскажу, кто это. Собственно, осталось мне сделать, просто восстановить зуб. Один зуб мне не удалось, так скажем, спасти. В нем удалили нервы. И сейчас его надо восстановить и поставить коронку. И вот этим восстановлением и коронкой заниматься будут доктора здесь, в этой клинике. Я потом расскажу, сколько я потратил в Лиме на лечение зубов, и скажу, сколько здесь мне стоило закончить эту процедуру. Это было основным фактором моего приезда именно в Канкун. Так бы я, конечно, уехал в Пуэрто-Вальярте. Мне очень давно очень интересен этот город, поэтому я хочу посмотреть Пуэрто-Вальярте. Мне сказали, здесь 2 триситы будет. В Лиме тоже говорили 3 ситы, но я там уже не успевал, поэтому я там не стал делать. Соответственно, я на месяц здесь забронировал жилье, и, наверное, числа 12-13 я полечу в Пуэрто-Вальярте. И на месяц, наверное, останусь там. Погода сейчас в Канкуне классная. Я вот приехал из Лимы и какой-то особой разницы не заметил. Примерно то же самое. Там в Лиме было днем 28, ну иногда до 30 доходило. Ночью 22-23, здесь 30 днем, тоже примерно 30. И ночью, ну, наверное, градусов 25, 24-25. Уже теплеет, день восстанавливается. Здесь тоже заметно вот это время дня и ночи, то есть Канкун уже так севернее достаточно находится от экватора, поэтому здесь зимой канкуновской темнеет рано, часов, наверное, 5:30, а может быть даже и раньше, а летом вот сейчас день прибавляется, соответственно, и темнеет позже. И сейчас вот время
я снимаю видео, не знаю сколько часов, наверное, 6, и еще светло, а зимой было бы уже в это время темно. Примерно до 7:30 вечера, вот летом, еще стоит светлая погода, и этим мне тоже, кстати, нравится Канкун. Еще в сравнении с Лимой, если я сюда приехал, вот мне нравится здесь, какие классные облака, такие они кучевые, я уже успел гром послушать, молнию посмотреть. Кстати, тут на днях, вот когда гроза была, дождя как такового не было, но ребята в Фейсбуке тоже скидывали, писали сообщения, фотки, но фотки они не те скидывали. О том, что здесь видели зеленую молнию, это какое-то такое сверхредкое явление. И там ребята спрашивали, может быть, кто-то сфотографировал молнии. В сравнении с Лимой я, конечно, очень соскучился по этим облакам, потому что там дожди, там, как по сути, дождя нет. Они говорят, что идет дождь, но для нас это не дождь. Это, капли какие-то капают редкие, и чуть-чуть влажный становится там асфальт. Для них это дождь. И я вот никогда не думал, что буду скучать по вот таким кучевым облакам, плывущим по небу. Там такого вообще нет. Вот я сейчас смотрю в небо, здесь облака эти плывут. И вот этим тучам серым, которые, знаете, такие кучевые находят, такие тяжелые тучи. И потом дождь, ливень льет, и ты где-нибудь дома сидишь или в кафе, там пьешь кофе. Этого в Лиме нет и вообще не будет никогда, в ближайшее время. Климат, когда поменяется, скорее всего, тогда будет. Вот. Еще один минус, если сравнивать сюда, опять же, как я вот приехал, я, честно, экспромтом записываю видео, я даже не готовился, что в голове всплывает. Решил с вами поговорить. Я вот нахожусь сейчас в парке в Канкуне. Он рядом с моим домом, напротив, можно сказать, салона Тойоты. Если кто знает, парк Канкуна называется по-русски. Еще вот один, если сравнивать с Лимой, минус, и то, что мне здесь нравится. Я когда сюда приземлился, сразу почувствовал воздух другой. Здесь воздух, вот сразу видно, что смесь такая травы, всего, какой-то природный такой вкусный воздух. Такой же я, кстати, замечал в Коста-Рику, когда прилетал. Воздух другой совершенно. А в Лиме, там пустыня находится, плюс Лима сам достаточно такой, грязноватый город в плане воздуха, и воздух мне там совершенно не нравился. И он еще такой пыльный. Если едешь ближе к морю, то там часто пахнет водорослями. Сильный запах от океана, водорослей. Вот. А здесь, я не знаю, мне нравится воздух хороший. В Лиме, конечно, вот это тоже минус, пыль. Ты идешь, и она под ногами прямо у тебя хрустит, потому что здесь вот принято, в Латинской Америке бетоном заливать все. И этот бетон есть такой отшлифованный, он скользящий. Ты идешь по нему, и там пыльно в Лиме, и вот прямо в кедах я иду, и такой, как хруст, как будто по пенопласту идешь. И везде это пыль, то есть машины все в пыли, дождя нет, но все в пыли. Первый раз я в Лиме, кстати, видел, как моют деревья на улице от пыли. Там постоянно поливают. Конечно, красиво очень сделали город с парками с этими, но это все искусственно и очень сложно поддерживать. Прям, я понимаю, но вот этого мне не хватало, да. В основном дождя и облаков таких. На этом, наверное, все. Будем заканчивать. Я что-то разговорился с вами. Решил поделиться своими впечатлениями. Не знаю, как влияет, наверное, все-таки резиденция на это, но как-то здесь чувствуешь себя более спокойно, даже с учетом того, что живешь в комнате, в доме с чужим человеком. Там, конечно, в Лиме было комфортнее, когда мы снимали, с Лисет. Лисет снимает такой дом, он поделен на 2 этажа, то есть мы снимали 3-й и 4-й. И ты один в доме, и достаточно много пространства. Конечно, лучше, но здесь как-то, я не знаю, я себя более комфортно чувствую. Нет этих моментов, что нужно ехать куда-то, думать о том, что продлять что-то нужно. У тебя есть карта здесь свободно, открыта. То есть, и вот это, конечно, классное чувство, когда в аэропорту. Добро пожаловать, никаких вопросов к тебе больше нет. Многим не понять, что такое вот это общение с миграсьоном, когда ты на границе, и ты все время ждешь, поставить тебя, не поставить, что эти дни.
тяжело достаточно. Надоедает, когда это много раз уже проделываешь, тебе это и денежно затратно выезжать, заезжать. В общем, с резиденцией поинтереснее. На этом все. Будем заканчивать. Не забываем ставить лайки, пишите ваши комментарии. Постараюсь ответить, может быть, видео запишу с ответами на комментарии. Доделываю зубы и лечу в Пуэрто-Вальярта. Кстати, с Лисет мы договорились, что она тоже прилетит в Пуэрто-Вальярта. Возможно, в конце мая я уже буду там как раз, и она прилетит. В конце мая, может быть, в начале июня. И мы там встретимся и поснимаем видео. Классное видео и покажем вам, собственно. Все, всем пока. Спасибо за просмотр. Ну и, конечно же, я не мог закончить это видео, не показав вам Карибского моря. Единственная, погодка подкачала, сейчас ветер сильно поднимается и дождь намечается. Я думаю, все равно море будет красивым. Не таким, конечно, красивым, как в ясный день, но все же сейчас посмотрим с вами вместе. Вот это я приехал, я первый раз вообще здесь вижу такой сильный ветер, смотрите, пальмы аж гнутся. Конечно, море не красивое сегодня, но не такое красивое, как могло быть. Вода теплая. Но купаться я, наверное, не буду. Песочек беленький. Водорослей нет, кстати. О, вода классная, теплая такая. Оно на самом деле такое чистое, но цвета другого. Из-за сильных волн. Штормовой ветер прямо. Капец. Телефон уносит. Мексиканцы собирают пиво. У них уплыл этот холодильник. И угорают. Они как русские почти любят прибухнуть в воскресенье. И любят пиво. Вот такие дела. Ладно, ребят, на этом все. Спасибо, что досмотрели до конца. Всем пока.